Привет всем, кто меня смотрит и кто просто зашел на канал. Я очень рад вас видеть. В этом видео я расскажу о плане работ на 2024 год, что вас будет ожидать, что изменится в канале. Я еще пока что не передумал вести канал, так что я хочу максимально сделать работу над ним прозрачной. Все видео будет разбито на две больших или не очень больших средних части. Первое. Я расскажу о проблемах, о трудностях, с которыми я столкнулся в 2023 году. А вторая часть я расскажу, что появится нового в 2024, какие жанры видео будут продолжаться вести и что нам совсем с этим делать. Ну что ж, топ-3 проблемы, или как сейчас принято модно говорить, зоны роста. В общем, над чем я работал в 2023 году. Первое звучит так. Время. Это именно та ключевая характеристика, которая не позволяет выпускать видео часто. Я работаю на полный рабочий день, и поэтому снимаю либо по вечерам, либо по выходным. Из-за этого в роликах можно увидеть огромное количество либо закатных, либо рассветных кадров. Монтирую тоже либо по вечерам, по ночам, либо по выходным. Если на съемку уходит не так много времени, то на монтаж, озвучку уходит катастрофически много времени. И с этим нужно было что-то делать. Чтобы решить эту проблему, с начала года я решил автоматизировать весь свой процесс монтажа, насколько это возможно. Поскольку я работаю в DaVinci Resolve, я создал структуру папок, я автоматизировал технические настройки колористики, настройки звука, чтобы было максимальное количество шаблонов, и чтобы это можно было бы все быстро использовать, быстро красить видео и доставлять его в некоторый продакшн. К концу года у меня получилось решить эту проблему. И уже последние видео я на них не тратил месяц, как было до этого. Я на них уже тратил примерно неделю. Кстати, проблему со временем я понимал с самого начала. И именно поэтому на канал я вначале начал снимать и выкладывать влоги. Потому что с точки зрения трудозатрат это самый, наверное, простой вариант видео, который я вижу и который в принципе может быть. Теперь переходим ко второй проблеме, которую я решал. И вторая проблема называется звук. Сделать качественный звук для видео, хороший звук, это трудная задача. Потому что нужно не только уметь пользоваться системами, которые позволяют обрабатывать звук, нужно голосом этот чистый звук записать. И сначала это меня привело к преподавателю по звукозаписи, чтобы я научился, какие правильно настройки настраивать в программе, что такое вообще компрессоры и другие технические штуки. Затем привело к преподавателю по вокалу, чтобы я научился пользоваться своим голосом, чтобы получалось записывать именно полный тон голоса, как он в принципе есть. Очередной тест петличного микрофона на шум. Раз, два, три. Раз, два, три. А затем эта конструкция привела меня к преподавателю по речи. Потому что оказалось, что даже если ты умеешь и немножко попадаешь в ноты, когда ты читаешь текст и когда ты его записываешь, у тебя в голосе должны быть вот такие интервалы. То выше, то ниже, то выше, то ниже. Чтобы слушать было интересно. А до этого у меня получалось вот так вот джик, все на одной волне. Просто на одной волне. Поэтому пришлось пустить эту цепочку. С последним преподавателем я занимаюсь до сих пор. Но на проблему решения звука ушло очень много времени, очень много экспериментов. Подходит ли этот тип голоса? А что будет, если зажать немножко связки вот так? А что будет, если немножко сделать по-другому? Сейчас со звуком вопрос решен, но я продолжаю заниматься с преподавателем. Ну, наверное, уже сказал. И третье, над чем я думал, это что же все-таки на канале мне надо снимать. Существуют блогеры и режиссеры, которые мне нравятся, которыми я восторгаюсь. Но при этом я не хочу снимать, как они. У меня есть собственное видение, у меня есть собственный жанр. И половину года я пробовал разные варианты, и я думал, какие типы видео, какие жанры все-таки должны быть на канале, в каком стиле. Вообще, насколько канал должен быть тематическим. То есть это некоторые философские вопросы, на которые до сих пор нет сильного ответа. Но исходя из выводов, к которым я пришел, я как раз построил план работ,
о котором и постараюсь рассказать. Кстати, я так долго думал над вопросом тематики видео на канале, что я даже сделал себе схемку. Какие видео должны быть, зачем они должны быть, какая цель, насколько сильные сюжеты и сценарии в этом видео. Итак, план работы. Мой любимый жанр – влоги. Это некоторые истории, которые результируют собой события либо одного последнего месяца, либо двух, нескольких, в зависимости от того, сколько событий набралось. Этот жанр будет выходить. Он мне больше всего нравится. Получаются медитативные, красивые видео. Это мой любимый жанр, поэтому он будет выходить всегда. Вот, что бы ни случилось, я пробую его выпускать либо каждый месяц, либо в зависимости от нагрузки, может, пару месяцев. Следующий жанр, который будет выходить, это вдохновляющие видео. Что такое вдохновляющие видео и какой критерий у этих видео, сказать вообще сложно. Для себя я определяю следующее, что вдохновляющие видео – это, наверное, то, что я считаю вдохновляющим. Это может быть, например, красивое рисование. Или, например, я не знаю, как люди живут в холодную погоду. Или рассказ о каком-то озере. То есть это нечто короткое за 2-3 минуты, чтобы человек, который смог посмотреть это, каким-то образом вдохновился. Эти видео тоже будут выходить. Точно будет видео в мае. Но периодичность этих видео пока предсказать сложно. Но я попытаюсь это сделать максимально периодично, но несколько видео в год точно выйдут. В этом году будут выходить документалки. Именно этот жанр я хочу попробовать. Именно этого жанра мне так не хватает. Что такое документалка, вот, по-моему? Это те вот эти вот современные модные видео, как сейчас все ходят куда-то, гоняют, снимают путешествия, рассказывают о различных либо городах, либо каких-то регионах, либо, я не знаю, о животных, о людях. Вот, я хочу сделать то же самое, просто немножко с моим видением. Первая документалка, наверное, выйдет либо в мае, либо в июне. Это будет такой тест, и я посмотрю на нем, что вообще можно сделать с этим жанром, и куда это начать развивать. Возможно, еще будут видео, которые рассказывают различные истории, но я пока не придумал, что с ними делать. Либо они отправятся в мою концепцию вдохновения, либо, может, я создам какой-то отдельный плейлист с историями, но это еще пока на этапе разработки, я иногда это обдумываю, я иногда к этому возвращаюсь, но пока что прям целого и полного ответа на этот вопрос еще нет. Закончим нашу подборку следующим. Шотсы. Шотсы будут выходить. Не факт, что они будут привязаны к этому времени года, либо будут вообще к чему-то привязаны. Это могут быть вставки из видео, либо какие-то истории рассказаны, либо, может, что происходит сейчас. Они могут быть либо структурированно идти, либо в разнобой. Но шотсы будут выходить. Пока что у меня не получилось наладить и выпускать несколько шотсов в неделю, но хотя бы несколько шотсов в пару недель я попытаюсь сделать. Если на это хватит времени, но кажется, что хватит. При этом самым низким приоритетом я хочу продолжить вести Telegram и Instagram. Я буду выкладывать туда либо шотсы, либо те картинки из путешествий, те картинки из жизни, которые у меня сохраняются, создаются и остаются, скажем так. Постараюсь их выкладывать и постараюсь их вести на остаток времени, но надеюсь, что из этого что-то получится. Вот такое у нас сегодня оптимистичное видео. Что ж, пора закругляться и делать видео. Так что спасибо тем, кто досмотрел до конца. Я еще раз повторюсь, что я очень и очень рад вас видеть. Это прям очень классно. А, кстати, мы тут решили с братом скооперироваться, и поскольку я работаю в IT, и он работает в IT, у нас существуют некоторые знания и бэкграунд. И мы решили организовать совокупно вместе IT-канал, на котором мы будем делиться опытом и рассказывать либо какие-то интересные штуки, ну, в общем, придумаем что-нибудь, какую-то концепцию. Это пока что еще находится на стадии обсуждения. Вот как-то так. Это такая экстра новость, которая явно будет, и мы будем этим заниматься. Осталось придумать, когда и как оно все будет выглядеть.
А вот теперь точно пошли. Пока-пока.